Озеро Юбилейное накануне Дня Победы превратилось в полевой лагерь. Здесь и палатки, и кухня, и военные песни у костра. Костер Победы, костер памяти торжественно зажгли глава города и председатель городского совета ветеранов Лидия Маслова. После чего Алексей Артюхин обратился к жителям. Сегодня накануне большого праздника, сегодня накануне Великой Победы мы с вами вспоминаем, что мы дети великого народа. Сегодня мы с вами начинаем думать о том, что и сегодня не все спокойно на наших границах, и мы не должны об этом забывать. Сегодня мы вспоминаем наших павших, каждую семью коснулась та страшная война. Но сегодня праздник, сегодня мы празднуем победу, и сегодня по всей Московской области пройдут костры памяти. Это идея наших активистов, нашей общественной палаты, которая приняла всю область. Здесь Рошаль впереди всех. Поэтому с наступающими всех праздниками, всем хорошего настроения. Давайте порадуемся. Памятные знаки, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, вручены многим воинам-рошальцам, ветеранам афганской и чеченской войн. С поздравлениями 70-й годовщиной Победы выступила председатель Общественной палаты Рошаля Галина Ханова. У нее-то изначально и возникла идея организовать костер Победы. Захотелось вспомнить, как это было сразу после войны. Сразу после войны люди выходили на улицу, выходили во дворы. И вот первые 10, 15, 20 лет после войны отмечали День Победы вот так вот. Все вместе в городе, во дворах, на улицах. Люди откликнулись с удовольствием. Все вот, как только мы начали здесь разворачивать этот лагерь, готовиться еще, звук проверять, уже собирались люди, собрались, вот ветераны пришли, те, кто смог, ребятишки пришли со своими поздравительными открытками, которые они сделали своими руками. Все откликнулись с удовольствием. Сейчас вот спрашиваю, нравится, все говорят, здорово, очень хорошо. Весь вечер над озером разносилось звучание военных песен в исполнении и детей, и взрослых. А уж обычная гречневая каша на природе, под знакомые с детства песни, становится намного вкуснее. Атмосфера праздника, чувство патриотизма, гордости, сплоченности и просто отдых на свежем воздухе. Такие эмоции сегодня царят среди тех, кто пришел провести вечер на озере. Ой, атмосфера на празднике просто шикарная. Ваше озеро просто неожиданно много пришло народу. И вообще все так классно получилось, и чтобы это не последний раз. Мы так рады все, что здесь сегодня собрались. Этот праздник объединяет всех, и молодых, и маленьких, и старых, и вообще всех-всех-всех. Все хорошо, настроение на уровне, весело. Мы слушаем военные песни, подпеваем некоторые, какие знаем. В школе мы такие изучали, конечно же, поэтому большинство знаем. Я считаю, что такие праздники нужны, особенно для молодежи. Действительно, вот ощущается праздник Победы. И взрослые дети пришли сюда ради того, чтобы повстречаться с ветеранами, увидеть, те песни, услышать те песни, которые поют и пели раньше. Я считаю, что такие праздники надо проводить, потому что это сплачивает и молодежь, и старых, и возрождается вот наша Россия, наверное. В этом и смысл наш. Спасибо всем. Конечно, нравится, весело, все счастливые. Посмотрите, лица какие счастливые. Все довольны. Таких праздников же не было, а теперь вот есть. Всем нравится. Каша понравилась. Спасибо нашим пожарникам. Они умеют не только тушить, но и готовить. Праздничное такое настроение. У нас первый раз так, наверное, все в клубе там, а здесь на природе. В заключении вечера состоялось еще одно радостное событие – награждение победителей конкурса патриотической песни, который прошел накануне в СКЦ «Рошаль». В подарок участники конкурса получили также и книги рошальской поэтессы Марии Калининой. И организаторы, и жители города выразили желание сделать такие праздники на природе новой рошальской традицией. Анастасия Хренкова и Алексей Марченко. Специально для «Вести Рошаля».